Вяжем ноги. Начинаем с ботинок. У меня ботинки черные. Я попробовала снять. Ничего не видно совсем, поэтому я специально для вас свяжу ботинок другим цветом. Каркас вставлять не буду, набивать не буду. Просто для того, чтобы показать, как он должен выглядеть. Вяжем. Набираем 2 воздушные петли и провязываем 6 столбиков без накида в одну петельку. 2, 3, 6. Затянули. Ставим маркер. Пока мы вяжем низ ботинка, за маркером не следим, пользуемся только для определения начала ряда. В первом ряду у нас 6 столбиков, вяжем второй ряд, провязываем 2 столбика прибавка, повторяем 2 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, заворачиваем так, чтобы пупырка у нас была, и прибавка в последнюю петельку. Во втором ряду у нас выходит 8 столбиков. Третий ряд вяжем без изменений, 8 столбиков по кругу. Четвертый ряд провязываем 3 столбика, прибавка, повторяем так 2 раза. 1, 2, 3, прибавка. И еще один раз. 3 столбика, прибавка. В ряду у нас получится 10 столбиков. В пятом ряду вяжем без изменений 10 столбиков по кругу. Шестой ряд. Провязываем 4 столбика, прибавка. Повторяем так 2 раза. В ряду у нас должно получиться 12 столбиков. 4, прибавка. Седьмой ряд вяжем без изменений 12 столбиков по кругу. Восьмой ряд вяжем 3 столбика, прибавка. Так повторяем 3 раза. В ряду у нас получится 15 столбиков. Раньше мы повторяли 2 раза, теперь повторяем 3. Девятый ряд. Вяжем без изменений 15 столбиков по кругу. Десятый ряд. Вяжем 4 столбика, прибавка. Так повторяем 3 раза. В ряду у нас получится 18 столбиков. 11 ряд. Вяжем без изменений 18 столбиков по кругу. 12 ряд. Вяжем 5 столбиков, прибавка. Повторяем так 3 раза. В ряду у нас получится 21 столбик. Прибавка. Дальше с 13 по 16 ряд мы вяжем без изменений 21 столбик в ряду. Итого получается мы вяжем 4 ряда по 21 столбику. 17 ряд. Провязываем 5 столбиков, убавка. Повторяем так 3 раза. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Убавку я вяжу за передние полупетли. 1, 2.
убавка. 18 ряд. Вяжем без изменений 18 столбиков в ряду. Теперь будем вывязывать пятку. Делаем воздушную петлю. Это мы провязали 18 ряд, вот дошли. Сделали воздушную петельку, повернули вязание, вяжем в обратном направлении. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, поворот. Так, второй ряд пятки. Второй, третий ряд вяжем так же само. Туда 7 столбиков и обратно 7 столбиков с воздушными петлями подъема. Так, четвертый ряд пятки. Сделали воздушную петлю, провязываем 7 столбиков по пятке, и мы будем вязать дальше. Как бы сейчас можно вот довязать 7 столбиков, да, вытянуть петельку и вставить каркас, сформировать его, вставить и набить вот здесь ногу. Как это сделать, вы сейчас увидите. Делаем каркас, чтобы его засунуть в ногу. Так, вот у нас конец проволоки. Мы прикладываем, ну пусть чуть-чуть за конец пятки. Вот у нас конец пятки и чуть-чуть подлиннее. Смотрим, до куда он здесь проходит. Здесь загибаем. Сложили вдвое. И здесь нам надо согнуть как можно сильнее. Остренький нос сделать вот так. Примеряем, вставили и смотрим. Вставили почти, ну, до конца. Потом у нас еще изолента будет, поэтому будет толще. Загибаем этот край, загибаем этот край. Здесь по центру поднимаем вверх проволоку и эту вверх. Вот так у нас получится. Здесь все сейчас закроем изолентой. Замотаем. Скручивать не обязательно. Берем изоленту и все изолируем. Я начну с носка. Вот так. Это все склеится. Сильно не стягиваем. И все изолируем. Вот так. Забинтовали. Я еще немножко пройдусь по стопе. Так, что это у меня тут? Вот так. 2 слоя. Но не до конца. Обрезаем. Такая стелечка у нас получается. Вставляем. Как можно больше до упора. Вот. У нас так получается. Здесь пятка у нас будет закругляться, поэтому вот так она поднимется. Набиваем только вверх. Вот здесь вверх. Здесь снизу не набиваем. У нас должна она быть плоская, чтобы лягушонок стоял. Здесь круга никакого не должно быть. При набивке сверху она как бы прижмется сильнее к полотну, да, и будет намного ровнее.
Так, отрезаю проволоку. Ну, примерно длину оставляю на этой ноге сантиметров 20. Сейчас я замерю. Так, вот. Вот какая она длинная. Примерно сантиметров 20. Пусть даже будет немножко побольше. А лучше потом загнуть, скрутить. Ну, даже если не хватит, ничего страшного, нарастим. Потому что на второй ноге сделать покороче. Нам не надо две, чтобы они шли через все тело, а именно ножки, чтобы соединить, и все. Поэтому на второй я примерно 12 сантиметров оставила. На этой 20, на второй 12. Вставили каркас, набили. Я этого делать не буду в этой ноге. Продолжаем вязание. Довязали, да, 4-й ряд. Провязали 7 столбиков. Дальше мы вяжем 2 столбика вот здесь по краю пятки. Ну, куда угодно вставляем крючок. Только не за одну ниточку хватаем, а хотя бы за 2 или столбики. Потому что, чтобы не было больших дыр. 1, 2. Вот у нас по краю идет 2 столбика. Теперь будем вязать здесь поверху. Провязываем 3 столбика. Так, вот здесь. 1, 2, 3. Убавка за передние полупетли. 1 столбик, убавка, 3 столбика, и теперь по этому краю провязываем 2 столбика. 1, 2. Такая пятка получается. Ставим маркер. И будем вязать 19 ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2. По петлям пятки. Убавка. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 19 ряд закончен. В ряду у нас 18 столбиков. Вяжем 20 ряд. Провязываем 4 столбика убавка. Повторяем так 3 раза. В ряду получится 15 столбиков. Ну вот дальше с 21 по 31 ряд мы вяжем без изменений 15 столбиков в ряду. Итого получается, мы провязываем 11 рядов.
Я их здесь вязать не буду. Я связала только для того, чтобы показать, как выглядит эта пятка. Она может немножко будет у вас вязание, да, назад уходить, но у вас здесь каркас есть. Поэтому вот здесь в камень прям сильно не набивайте, чтобы можно было каркас согнуть, чтобы его не разгибало. И лягушонок мог стоять. Хорошо набейте пятку вокруг каркаса, чтобы она была прям в камень набита и держала форму. Вот такая ножка у нас получится. Ну, здесь, конечно, вид не очень, потому что она не набита. Но хотя бы вам понятно, как она должна выглядеть. Потому что с черной пряжи ничего не видно, непонятно. Дальше я уже вязать не буду таким цветом. Встретимся с вами в 32 ряду. Там особо ничего сложного не будет. Все увидите сейчас. Так, вот мы провязали 31 ряд. Когда вязали, набивали, пятка у нас хорошо набита. Вот здесь сильно не набиваем, чтобы у нас вот так сгиб был. Сгибалось, наполнитель не мешал согнуть детальку. Пока, как и при вязании рук, мы откладываем черную пряжу и будем вязать зеленой и цепляем ее за задние полупетли, не за передние, за задние. На черном, конечно, вам не особо видно, но принцип тот же, что и в руках. Как бы ничего сложного нет. Цепляем зеленую пряжу. Будем вязать 32 ряд. Я провяжу несколько рядов с зеленым, потом вернусь к черному, чтобы закончить, чтобы ниточка не мешалась. Так, зеленой пряжей вяжем 32 ряд. 3 столбика убавка. Вот где я закрепила, опять в эту же полупетельку я вяжу 3 столбика, 1 за задние полупетли, 2, 3. Убавку я буду провязывать, просто пропущу. Вот в эту петельку не буду, а в следующую провяжу столбик. Такая будет убавка. Ну, не принципиально захватывать 2 петли. Так, в ряду у нас должно получиться 12 столбиков. Только за задние полупетли. Провязали 32 ряд. Вот так получается. Немножко детальку стягивает. Дальше вяжем с 33 по 37 ряд 5 рядов без изменений по 12 столбиков в каждом ряду. Провязали 5 рядов. Ниточку пока откладываем, набиваем и вернемся к ботинку, к черному цвету. За передние полупетли, которые у нас остались, мы провязываем 15 столбиков, только за передние полупетли. Провязали 15 столбиков. Это у нас мы вернулись обратно, да, это был 32 ряд. Теперь вяжем 33 ряд без изменений, 15 столбиков по кругу и уже за 2 петли. Ну, как обычно вяжем. Здесь я вяжу, и вам посоветую, немножко послабее.
чтобы у нас в натяжку прям не были эти два ряда. Если у вас не получается и прям такое чувство, что, ну, стягивает, да, эти 15 столбиков не хватает, то сделайте где-нибудь прибавку. Она ни на что не повлияет, эта прибавка, но не будет так сильно стягивать деталь. Вот, довязали ряд до конца. И теперь я еще немножко провяжу, потому что здесь выходит, ряд заканчивается сбоку. Я провяжу еще 4 или 5 столбиков, чтобы ряд закончился сзади и не было видно вот этого стыка. Ну, сзади не так в глаза бросается. Ну, 4-й столбик я соединительный. 3 столбика провязала, и 4-й будет соединительным. Вот так соединили. Ниточку закрепили, обрезали, оставив конец подлиннее, чтобы было удобно его запрятать. Вот так. Так, возвращаемся к зеленому цвету. Это у нас будет 38 ряд. Поставлю маркер. Так, давайте для начала, если у вас так же, как у меня, ряд заканчивается не вот здесь, да, как бы посередине, а почти как бы больше вперед, то провяжите еще 2 столбика, которые мы никак не считаем. Просто провязали 2 столбика, сместили ряд. Вот бок, вот где эти столбики. Даже не посередине, а чуть-чуть назад уходят. И здесь уже поставим маркер. Сейчас в 38 ряду будем вывязывать колено. Перед этим провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, я пока провязала 6. Сейчас держим носком к себе и примерно обозначаем центральные 2 петли. Здесь у нас будет 2 прибавки. 6 маловато, 7 как раз будет столбиков. Возможно, у вас будет 7 или 8 столбиков, или 6 до этих центральных передних 2 петель, чтобы коленка у нас была по центру, а не где-то в стороне. Будет некрасиво. Так, провязываем 2 прибавки из столбиков с накидом. Делаем накид. Первая прибавка. Из столбиков с одним накидом. И вторая прибавка. Это будет коленочка. Дальше провязываем 3 столбика до конца ряда. 1,
2, 3. Так. 38 ряд провязали. В ряду у нас 14 столбиков получается. Вяжем 39 ряд. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее мы провязываем 2 убавки. Убавки обычные, не полустолбики, не столбики с накидом, просто 2 убавки за передние полупетли, вот так убавляем. 1 и 2 убавка. И дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В ряду у нас 12 столбиков. Так, дальше. С 40 ряда по 49 мы вяжем без изменений 12 столбиков в ряду. И по мере вязания набиваем. Сейчас можно провязать ряда 2 и хорошо набить ножку, уделяя внимание коленке, чтобы она у нас была выпуклая, такая заметная. Ну, встретимся в 49 ряду, когда закончим ножку. Провязали 49 ряд, всего у нас получилось от коленки провязанных 10 рядов. Теперь делаем соединительный столбик и ниточку закрепляем и обрезаем. Так мы поступаем с одной ногой. На второй ноге мы ниточку не обрезаем. Но перед тем, как мы продолжим вязание, прячем все кончики черненькие и вяжем 2 ноги. Вот такие ножки. И будем приступать к вязанию тела.